Здравствуй, дорогой зритель. Здравствуй, дорогой зритель. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня у нас с тобой получается что? Получается продолжение черной книги. Значит, закончили мы на том, что мы вот там вот порылись, собственно, в этой самой черной книге с тобой, да, вот тут, а вот почему-то обучение нам по второму кругу показывается. Ну да, и ладно. И что дед Егор Ну хочет? что, Вася, хорошо знаткой-то быть? Али еще что узнать хочешь? Чё-то, может, и хочу. Про тебя, Как дед ты Егор. сам-то колдуном стал, дедушка? Ты же тупая, он в баню ходил, в черепаху залазил. Я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего Евлампия Чурова. Большая была семья, да не шибко богатая. Вильгард – большое село в Чердынском уезде Пермской губернии, где вы родились и выросли под воспитанием деда Егора. Название переводится как с коми пермянского, как новая деревня. А когда детворы сестель, особо и не разживешься. Сесталь так много. А? Запоминай. Может пригодится когда-нибудь. А жили-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно, на костях. Ну, это я сейчас так думаю. Я слышал, что когда дом стоит на индийском кладбище, то это пиздец, все, можно нахуй переезжать. Вот родился и седьмой брат. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Подрос он, да не углядел я за ним. Грех какой. Ой, до сих пор неспокойно мне. Эх, Вася, что черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо за них бороться. Знания надо. Приглядывал я как-то за Тимофеем. Играли с ребятами, да и надоел он мне. Сругался я на него по-страшному. Послал, он и унес его. Ага. Леший, сука. Ну, в инскрипшн, значит, отдал, получается, да? За своего братца, блядь, пиздец. Конкурентам. Ну, деда. Так и не нашли Тимошку. Исчез. Ай, тяжело грехи носить, Вася, ой, тяжело. Ай, так и решил я, что колдуном стану. Не дам нечистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Ну, а как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это было и вспоминать. С моё поживешь, поймешь. Изба. Не, подожди. Нечистая Как я сила. теперь распознать-то смогу нечисть? Как увидеть мне ее? А никак. Побывала ты в мире нечистого, сейчас и видеть все будешь. И делать ничего не надо. То есть тебя, блядь, не смутило, что как бы очевидный гигаволк, блядь, это плохо. Да только тьма тебя теперь тоже видит. Ответ. Тебя будут преследовать демоны и духи, и, взглянув во тьму, ты взор ее на себе почуешь. Сильной будь, держись. Наша это доля. Сама путь свой протаряй. Ладно. Изба. Как дом наш выстроили, дед? Так как? Давненько. Много тут народу жило. Ладно. Больше 50 лет как выстроен. Все по обычаям. Ну, ты сама их знаешь. Ну, теперь А кто знаю. выстроил-то, и не помню. Так это дед мой, наверное. Окей, всё, Да дед. нет, пойду уж, дед. После поговорим. Пока. Что у нас тут? Ага, иконы, а рядом какие-то языческие маски. Красный угол. А ничего тут поинтерактировать нельзя? Просто посмотри, красный угол. Ходить тоже не могу. Черная... ля, чтобы... А нахера она мне в 2 экземплярах так кнопка? Что тут еще есть? Картина. Ля, что не делают? Подожди.
Меня, во-первых, смущает этот пацаненок, который смотрит за тем, как девки что непонятное с курями делают. А во-вторых, что это такое? Не успел? При этом, по-моему, что-то голова торчит из подвала. Много тут книг. И лицевые рукописи есть старинные. Лицевые рукописи? Это как? Лицевые рукописи. Знаешь, что это такое? Я вот теперь знаю. Теперь и ты будешь знать, получается. Смотри. Получается, как бы, это древнерусские рукописи, которые имели только лицевые миниатюры, изображающие автора текста. И что там? Допустим, там, членов княжеской семьи. Либо членов княжеской семьи, либо святых патронов заказчика рукописи. Я себе. Ну, чисто маленький. Понарисовал такой и радуется, ходит. Что у нас в подвале? Мне вот это не нравится, что там какая-то происходит мутная тема. Поэтому мы Дед потрогаем. говорит, что раньше людей под печью хоронили. Оттуда домовые и взялись. Ага, прекрасно. Я больше не доверяю домовым, потому что это зомби, блядь. Голбец, подпол избы. Дед Егор говорит, там обычно домовой живет. Так голбец же под печкой, разве нет? Мы читали, когда про чуханов, у которых там должна быть борода хозяина в цвет скотины. Или скотины, неважно. Мне кажется, что он там было сказано, что он типа под печью. Ну, хотя, может, он как бы в подполье и под печкой. Потому что там его похоронили. Ля, как все сложно и непонятно. Так, ладно, просители, крестьяне приходят к вам за советом и с различными просьбами. Вы не можете отправиться в путь, пока не выслушаете их всех. Поехали. Ля какой. Бог в помощь, Егор Евлампович, Василиса Федоровна. И тебе. Помогай, Господь, Федор Аркадьевич. Все, решили. Поможет. Иди. Вот с гостинцем я намолол муки. Что Спасибо. ходить вокруг да около. Теперь как иди. есть, так и расскажу. Бог в помощь. Иди, сам сказал. Уходи, Он поможет, братан. Давай, все, закончили. Что-то неладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали, да как застучит. Ну, вал проверь. Может, он треснул. И тень потом заметили в углу. Эх, черна, ну мы бежать. Вы шибко знаткие. Так что делать-то мне? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки, и явилась тень. Что может быть причиной? Так, крестьяне, духи и бесы будут обращаться к вам за советом и помощью в колдовских делах. Ведь не зря вы стали знаткой. Ля, подожди, это что? Это что? Если вы правильно отвечаете на вопрос знаткости, вас ждет награда. Зубы. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. Чтобы узнать правильный ответ, вам необходимо внимательно изучить окружение и имена слов, в которые вы можете заглянуть в любой момент из меню. А также вы можете воспользоваться подсказкой, нажав на кнопку знаткости. При этом вы получите только половину ответа. Чистая сила. Во время ночной работы на мельнице странные звуки, появилась тень. Что может быть причиной? Ночь, мельница, фонарь, аптека. Подождите. А как? И вот он. Именно слов. Так, это было. Что тут? Кстати, изба. Вдруг там хочешь почитать на паузе? Почитай. А где? Я не понимаю. Куда ты нам говоришь? Непонятно. Ну давай, получается. Выберите правильный ответ, чтобы получить 50 зубов. Нажмите на кнопку, чтобы воспользоваться знаткостью, видеть подсказку. В этом случае вы получите только 25 зубов. Ну, мне как бы 50 зубов
я так скажу, и нахуй не сдались. Зачем мне третий ряд выстраивать? Ну давай. Мельница. Мельница стоит на границе между мирами. Нечистая сила крутит ее жернова. У водяной мельницы свой хозяин, а у ветряной свой. Но нечисть не любит, когда люди вмешиваются в ее дела по ночам. Понял? Все, значит, нечистая Чё ночами-то сила. мелешь? Чё, сука, ночами мелешь? У тебя бесяки чудятся. Бесы черти. Звучит, сука, не так. Иисусе Христе! Да, брат. Ну так, а как жернова-то крутятся? Не от ветра же, сам знаешь. Угу. Ну, да. Нельзя по ночам на мельнице работать. Ба- Что делать-то теперь? Я когда ветряницу строил, все по чину сделал. Помогите, а? Предмет у нас есть старинный, что вам может пригодиться. Да уж не лопатками возьмем. А лопатки. Общее название платы на мельнице за размол зерна. Как правило, это часть зерна с пуда по фунту. Также называется горцевым сбором. Я правильно прочитал? Да, горцевой сбор. Нихуя я умный. А я еще бы знать, что такое горцевой сбор теперь, да? Да. Ладно, Вась, посмотри, что там с нечистым. Может, нам этот бес с книжным делом поможет. Сама понимаешь. Так ладно, смотрю, что с чертями вашими. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. Пока-пока, братец. У него там на мельнице хозяин не леший, а черт какой-то. Ебая, конечно, цыганка разводила просто такой, ну не ветер же твою мельницу крутит, бесы, все, идем бесов убивать, деньги давай сюда. Леший. Известен как Ворса, наименование коми-пермяков, духи хозяева лесов, часто и лугов и полей. Сука, вот тут что она пропадает через время, бесит. Они повелевают погодой, зверями и обитающих в их краях нечистью. Охотники и пастухи вынуждены уживаться, с лешими с помощью подарков и договоров. Сама иди, без меня справишься. А я поизучаю печати эти. Или договоров. А ну-ка, устройте холивар, я посмотрю, кто победит. Ну а чтобы не так туго было, вот тебе трава, Адамова голова. О, еще одна. Подлечься, коли что. Еще одна, спасибо, дед. Давай-ка готовься, нечистая сила сама себя не выловит. Готовься, собирайся в дорогу. Тут очевидно. Ну что, все вразумела или что спросить хочешь? Я умная, конечно, но мельница. Где найти эту мельницу? Да. Так чё, это помнишь, на севере от Вильгарта мельница стоит? Да, Еще про нее говорили, что блазнит по ночам, так? блазнит. Также вержится, казаться, мерещится. Окей. Вот туда и иди. Туда и пойду. А к рассвету домой возвращайся. Тут тоже дел у нас полно. Ладно. Ну и все, поспать мне когда. А как голову-то ту использовать? Ну, это просто. В бою ее бросишь, так она тебе раны и подлечит. Ладно. Ясно все, договор, дед. дед. В путь пора. На завтра свидимся. А, погоди, вот еще что. У меня один бес в Кушево улетел. Ага. Так, наверное, попортил там кого. Сходи, поладь. Подзаработаешь опять же. Хорошо, дедушка. Ля, нормально. Сами бесов наслали, чтобы они там людей кошмарили, а теперь идем, типа, спасать всех. Вы находитесь на карте путешествий. Каждую ночь места на ней будут меняться. Отправиться в дорогу вы можете только после того, как выслушаете всех просителей. Окей. Вы можете посещать любые доступные места, однако ваше здоровье восстанавливается само собой только после выполнения задания и возвращения в избу. Ваша цель — посетить место выполнения основного задания. Тем не менее, вы не можете перейти в него, пока не посетите прочие места на пути.
Окей. Игра сохраняется при каждой смене места. Также вы можете сохранять вручную. При этом игра запишет прогресс на момент попадания на новое место. Открыть карту можно на название текущего места. Желаем удачи в исследовании северных земель Чердынского уезда. Окей. Ну вот типа... А у меня как-то есть какое-то описание? Нихуя нету, да? А можно задание типа посмотреть? Давай задание. А, вот дополнительное задание. Загляну. А, вот основное. Обвелось. Это обвелось. Заглянуть в деревню. Ну, пошли заглянем в деревню, да? Дед, ну нихуя не по пути. Издобол ты, дед, конечно. А, все-таки что-то да, тут... Неподалеку от Камгорта свою усадьбу выстроил зажиточный крестьянин Могилевский. Ну, в путь, что делать? Показалось, или там потрачено написали? Вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Там дед такой. А, ты еще не ушла? Васька, стой! Дело есть. Кто такой, блядь? Тихо только. Шепотом давай. У меня соседка, баба одна. Так у нее заловка всю плешь мне проела. Заловка, что такое? Ты давай-ка спорь ее по-быстрому. Ну там, кило али чё? Такое не сильное. А у меня гостиниц тебе есть. Не, но объективно как бы... Ты, крыса, конечно, сука, та еще, чувак. А грешить я не хочу. Поэтому я бы тебя сглазил, конечно. Это вроде как тоже, блядь, да? Левое плечо, правое плечо. Все, мы поняли весь смысл. И отказаться. Я тебе не такая знатка, чтоб кого попало портить. Да. Так-то. Понял, пес. Символ отмечено наше текущее местоположение в Чердынском уезде. Окей. Ну, поехали в Кушево. Небольшая деревушка к западу от Калвы. И я там бывал несколько раз. Коров ладили. Дед Егор отправился со своего беса на работу. Посещено. Да, ну ладно. Вы замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки, кто-то ворочает скамейки. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. Да. В доме все кувырком. Враг у нас пробрался. Ну как? Так и блазнет, вержится. Дед. Блазнит, вержится. Казаться, что он вам кажется мерещится вообще? Всех перепугал. Как враг к спи. вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Мне дед что говорил? Что спать заходишь, кверх ногами раскачиваться, блядь. Да Ой. вот чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. А ночью окаянный явился. Угу. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Затворить окна, закрестить посуду. А ну-ка, энциклопедия. Может, тут еще такая... Закрепленное обычаи поведения, та-та-та, различные поверья, посуду, которую не закрыли на ночь или не перекрестили, становится пристанищем нечистой силы. Я хотел сказать, что ебала какая-то полная, но это правда. И закрестили самовар-то на ночь. А? Ох, и верно, не закрестил никто. Надо крестное знамение на посуду творить непокрытую. Так-то. Иначе пиздец. Черти придут в ГУЛАГ, тебя нахуй отправят быстрее, чем нахуй успеешь это опомниться. Шибко ты знаткая, Вася. Я Ты уж знатка. помоги нам. Не оставляй в беде.
Хорошо, я не оставлю, мне не сложно. Помогу вам, Так помогу. чё? Ладно, помогу уж вам. Негоже на улице ночевать. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. А молочко я его продала, что ли, сразу? Нихуя я Вы ловкая. входите внутрь избы. Вокруг все вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. Так, ну давай мы сначала осмотрим Черти избу. раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Угу. Не понравился, как он у них оформлен. Просто плохо люди. Там, может, что-то не так. Его что там нужно правильно завешивать, развешивать. Там вокруг него тоже. Они, блядь, самовар перекрестить не могут. Про красный угол тоже забыли, поэтому Беста и как бы это разнервничался. Вы приближаетесь к перевернутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение, а во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный. Слышь, блядь, нажрался тут и бесишься. Дед меня прислал, хули вас двое. Дед прислал, сказал, что вы урода два, блядь. Домой быстро пошли. Чё мы будем с ними делать? Так, а у нас тут, чё тут? Этот хочет защититься на 5. Но его мы как бы бить и не будем. Этот хочет ударить на 4. Поэтому мы точно будем Авдилай. Ну, по вот этому мы лупанем разами. Бля. Не, ну и все. Получил, паскуда. А? Что мне? А, он на него повесил. Ля ты крыса. Давай его скорчим, короче. Будем получать держащий статус-эффект. Статусные эффекты, как правило, уменьшают свое значение каждый ход. Старайтесь выбирать правильный момент и верное положение в заговоре словам со статусным эффектом. Давай, короче, падлу эту вот так вот будем проклянем сейчас тут. Сюда получил порча. Ход нечистой силы. А я могу сейчас применять, типа, что там? Травушку. Дурачок. Он его лечит, себя нет. Так. 5 урона в начале хода. Ну, то есть, как бы я вот так вот его влупаю, и нормально будет, да? На себя Авдилай вешаю. И лечусь. Лечусь на единичку, и хватит. Как бы, да? Отхватил. Защитились, полечились. Ход нечистой силы. Прям бьет все в защиту. Скопытнулся, самовар наш. Так, ну и все. Так сказать, и что ты мне сделаешь? На 6 урона хочешь ударить, да? Ну давай. Подожди. Тогда сначала получается, что... блядь. Сначала мы, получается, благословение, потом мы ему уразой, сука, по лицу, потом рудой по загривку. Как бы чуть-чуть урона прохватим, мне страшно, полечимся адамовой головкой, я думаю, да. Да, на и на. На 6, но он нам на 4 получается, да, итогом пробил. Ну, типа, вообще не страшно.
Ну, пусть будет руда, может, тут есть лечение. Нет лечения. Ну и хер бы с ним. Давай, D2 в дела я наколдуем, чтобы он увидел. Чисто побеймим пацана, как бы. Так, выберите новое слово. Новое слово автоматически добавится в состав черной книги. Аминь. Крепкая. Крепкая набожность. Крепкая 1, набожность 3. Слово остается в заговоре 1 ходов и оказывает влияние на другие слова. Например, складные. Увеличивает получаемую защиту на 3. Крепкая, то есть держится 1 ход, набожность 3. Окей. А слово остается в заговоре 3 хода и оказывает влияние на другие слова. Например, склад. Ну, короче, это вот типа иглы. Я не помню про. Там, по-моему, белые нужны, короче, поэтому оно сюда вообще уже не катит. Да. Без колдун. Складное. Да. Значение эффекта слова увеличивается на 1 за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Снимает положительный статус. И попутно... Слушай, ну я бы как бы вот дебаф на самом деле взял. Вот Dispel. Dispel всегда круто. Dispel еще со времен 3-го Warcraft. Я понял, что имба, потому что можно рассеивать элементали и вообще приколы ловить. Так, 5 рублей, 125 опыта. Надпись, которую я не буду читать. И если вдруг ты сможешь это прочесть, то поставь на паузу, прочти, потом мне скажи, что тут написано, потому что, ну, как бы, это содомия. Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Да, расскажи. Да не надо, у меня туда работать не будет. А я могу сразу, типа, посещать? Я могу сразу сюда пойти, типа? Могу. Ну, без вот этой херней не заниматься. Если можно, то я только за. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Чур я жижа. Подойти поближе, очертить круг. Я думаю, что я очерчу Вы быстро круг. очерчиваете круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Проходит мгновение, затем еще одно. Наконец перед вами является демон и бросается на защитный барьер. Когда кто-то рыгает из болота, это явно, блядь, что-то злое. Пес. Разгадал тебя. Как девочку, блядь. Не почувствовал. На 3. На 3, так и... Тебе на 3. Что там? Снимает положительный статус. Давай еще и уразы. Ну, на 2 ему по роже ударим. Ну, нахера нам дела, я не знаю. Ну, давай пусть будет просто так сказать. Я не знаю, просто, может, от полноты слова там тоже там зависит, там, получаемый опыт, там, не знаю, что такое. Порча. Раба. Слушай, может... Ладно. Ну, просто был очень у него ход, как бы. Ну, и, наверное, я бы хотел иглу больше использовать. Но повесить 2 порчи, это как бы тоже неплохо. Все. Вот если сейчас иглу дадут, то мы сейчас полечимся. Давай так вот складное. Ну давай там обделай на 3 получается. Лечимся, давай лечимся на 3. Слушай, колода в принципе как бы бесконечная, я правильно понимаю? Или у меня просто как бы их N штук? Это очень сложный момент. Как это понять, я не понимаю. Не дают они мне еще одну иглу, ну и найдем в следующем этом, типа, на. Получай рудой по лицу.
Выберите новое слово. Новое слово автоматически добавится в состав черной книги. Крепкое складное нава. Слово увеличивается на 1 за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Увеличивается на 1. Слухай. А вот это вот, значит, борода. Я считаю, что вот, ну, вот крепкое нам нужно. Оно и крепкое, те и складное. Да, тут 4. Но тут прикольнее. 50 опыта, 3 рубля. Так, слушай, значит, что? А у меня 15 карт. А, у меня... А, вот. А их тут определенное количество. Понял, да? Понял. Так, снимает положительный статус. Да, игла, рудата, туда-сюда. Уразы, обделай, скорчить. Что тут? Рахана Нава. Акила. Акила как бы есть, но не добавлено. А как добавить? Хочу килу или она добавлена? Не понимаю, где? Или у них должен быть какой-то баланс по соотношению типа ключей? Да не, нихера нету его. Может, просто купить его надо. Может, да, ну, немножко вероятно, но у меня просто не куплено. Первая печать, мертвая печать. Какая? Папоротниковая, еловая, волчья, водяная. Книжку еще помыть, видимо, придется. Так, ну что, получается, идем дальше. Что стоишь, подруга? Давай сюда вот заглянем, что тут у нас, да? А Комогорская роща. Сосновая роща к северу от Комогорта. Осенью тут грибов видимо-невидимо. А сейчас мне видимо там жопу да и помоют. Среди черных древесных силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. По-моему, она грибы собирает. Колдунья, колдунья. Я тебе еще второй глаз выколю, паскуда будешь обзываться. Я ваш народ за версту чую. Подай бедняку. Мне немного надо на жизнь-то простую. Милостыня человека, как печать у него. Ладно. Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. Опасно путешествовать одной. Сейчас книгой тебя перепугаешь. Возьми вот эту вот траву целебную. Ля, нормально, мне нравится. Чисто приходишь такой, там ништяки дают. Ну и что тут? Лес у Бигичей. Через реку Колво, деревни Бигичи, расположился старый лес. У этой чаще есть свой хозяин. У любого леса есть. Ну, в путь. В путь дорогу. У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту. Прошение лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Ага. Что-то, по-моему, звучит херово. То есть исказить грамоту, как бы, что это? Что, леший хуй, там, не знаю. Да, забрать подношение, так он, что в первом случае, что во втором, он как бы крестьянам покажет, как им не сладко живется. Но уйти просто так тоже неинтересно, да? Давай заберем. Вы забираете гостинцы. Подумав, вы решаете оставить грамоту. Вероятно, леший будет помогать с выпасом скота, но вряд ли будет это делать так же рьяно, как если бы он был задобрен жертвой. Нормально, зато 5 денег заработали. Чей, как бы.
Потом, если чё, смотри, это хитрый план. Мы сейчас, короче, пиздим, да, вот эту штуку. Потом они к нам приходят и говорят: Василиса, Олеша, дары принял, а эту не исполняет, дай ему пизды. А я такой: базар, и я сейчас и просто накидываем старому. Это как бы, да, бизнес просто. Так, что тут? Овраг Пенешерской, ёб твою мать. Про этот овраг молва идет среди чердынских травниц. Говорят, там множество, можно с наговорами добрых трав набрать, если, конечно, собиратель знаток. А пойдем наберем, пойдем. Путешествуя по лесу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Змеята еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удаче, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней, потом отходите чуть поодаль и замираете. Мать-змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, кружится вокруг гнезда и удаляется. Проходит некоторое время, и змеиха возвращается с пучком травы в пасти. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете упавшую траву, прежде чем аспид успевает ее спрятать. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Видны только 4 расположенных крестиком листа. Вам повезло получить разрыв траву, открывающую замки и преграды. Ёпаны. Что? Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Видала я разрыв траву раз-два. Захлопнули дверь тогда к знаткой, и я пришел. Отворял разрыв травой этой, замки открывает. Уничтожает защиту противника. Ля, какая кошерная вещь. Таки, ну как бы, да. Качево озеро. Слушай, а где эта деревня, которой... Вот, да, где я Лешего там чуть-чуть опрокинул на бабки, так сказать. На косогоре возле Качьего озера вы замечаете 2 черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганных движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Угу. Один чешет другому длинные волосы. В смысле, расчесывает? Или в смысле, нахуя ты волосы чешешь, дурак? Они же не чешутся. Но вообще звучит, как будто это духи-призраки. Давай прочтем молитву. Черные силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. Призраки. А, были призраки. Я умный, знаю, как с такой хуйней бороться, как бы. И неспроста у меня бабушка шаманка. Да, получается. Эта река пересекает Полюдов кряж, получается. А мне в пакетах как раз как-то рассказывали, что это слезы плюдовые. Полюдовые, да, получается. Да, думаю, врут они все это. Я тоже. Тоже думаю, врут. По поводу чего врут, не знаю, но, кажется, врут. В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен с судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Ну, я думаю, да, пойдем. Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Прекрасно. Чертов палец. Черти меняют свои ногти. Новые выросли острые и крепче прежних. Их старые пальцы превращаются в камень и имеют целебные свойства. Да, помнишь, да, там огурец не отрывают от ботвы. Кстати, красный угол. Вдруг ты очень сильно хотел почитать, давай вот так вот. Раз. Да. И теперь вот так вот. 2.
Все, теперь ты знаешь, что такое красный. А почему, кстати, его тут нет? А он тут есть. А общее здоровье, да, получается, повышает? Ля, цыганская приколюшка, конечно, да. Я предлагаю обойти все вокруг, посмотреть вообще, ну, что, неспроста же нам дают, как бы тут Вы пошариться. встречаете двух путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Вы смеетесь вместе со спутником и поддерживаете его игру. Через мгновение забава перестает быть смешной. У вашего попутчика нечеловеческая сила. Он толкает вас, и вы летите в пропасть. Вы приходите в себя. Пиздец. А, по-моему, у меня и было. Нет? Ладно. Ну, как бы, блядь, долбоеб какой-то. Алкаш просто, нечеловеческая сила. Говорите. Вы не знаете, какие алкаши сильные, между прочим. Это вам не это. И не то. Вы обошли мельницу стороной и вышли на опушку Чудского леса. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Не, ну как бы выебываться тоже не особо Стая хочу. чертей с дикими криками улетает во мрак, вновь погружая лес в патоху молчания. Вы осматриваете обломки мельницы. Среди досок и бревен вы находите небольшой мешочек с мукой, который забираете с собой. У его диктора просто неебический голос хочется окончать, и чтобы вот у меня был как минимум такой же, как максимум, чтобы он всегда говорил. Озвучивал мою жизнь за кадром, знаешь, ты такой идешь, а у тебя вот этот вот голос где-то вокруг. Обожаю. Так, старая мельница стоит на границе, ну, этом селом и лесом. Не зря ведь говорят, что мельник тоже колдун, да только не такой сильный, как дед Егор. Ну, пошли, поколдуем. Ля, дырявая мельница. Еловые ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Слава об этом месте ходит далеко по округе. Кому доводилось тут побывать в сумерки, а того хуже ночью, рассказывают о мрачных тенях, что блазнят в мельничных окнах, о внезапных порывах ветра и прочей чертовщине. Плохое место. У тебя там, видишь, что, блядь, происходит? Она крутится без паруса. Ну, то есть, кого? Все, вот теперь я точно уверен, что это все бесовщина. Вижу траву. Трава. Ха! Адамоголовка. А, кстати, там на оранжевое, а тут фиолетовое. Мне кажется, может, это чертополох, блядь, на самом деле. Какой-нибудь. Так, ну, собственно, бревно Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старое дерево скрипит на ветру. По нему можно забраться внутрь. В стене виднеется небольшой пролом. Старая мельница скрипит от студеного ветра. Не часто такие встретишь в Черденском уезде. Я думаю, что не отсюда стоит лезть. Херня какая-нибудь. Вон траву надо подобрать. Еще одна. Реально на чертополох похоже. Кто знает, тот знает. А почему, блядь, вон дверь есть? Дверь в мельницу. Или она сейчас закрыта, окажется, да? Ну, вероятно, да, если нам предлагают залезть. Тут. Невидимые стены. Пошли на задний дворик. Сложно что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы вы замечаете старый топор с ржавым лезвием. Давай.
Этот топор того и гляди развалится, но разок рубануть им еще можно. Плюс одно здоровье получается, да? Вон еще травушку собери. Адама головка. Так, ладно. Что мы получается? Получается, что мы, значит... Мельница старая, это видно. Некоторые бревна прогнили и стали дополнительными окнами. Вы приближаетесь и пробуете открыть дверь. Она заперта. Замок такой же старый, как мельница. Ловкий удар чем-нибудь тяжелым, и он отвалится. А? Топор разрубит замок, но, вероятно, это будет его последнее свершение. Слишком уж он старый. Ну, не знаю, честно, может ли он нам еще понадобится, но просто разлом трава звучит слишком козырно. Слушай, вообще, давай, как бы, мы же можем не тратить ни то и ни другое, а попробовать вот там вот залезть через дырку, да? Ну, давай попробуем. Это бревно водила, которым вращают мельницу. Вы карабкаетесь внутрь, но неосторожное движение приводит к болезненному падению. Еще одна попытка, и вы... Все внутри, видал? Подлюка, палец, смотри. Колесо. Какой-то мельник повесил. Нахуя? Кто-нибудь мне объяснит, зачем? Жернова стоят, хотя лопасти мельницы вращаются. Я тоже думаю, странно. Падла лупит, посмотри. А ну пойдем клеща дадим. Слышь, сука! Блядь. Я не понимаю, я прохожу туда или нет? По-моему, я застрял. Нет, все нормально, выхожу. По лестнице могу подниматься по этой? По этой не могу. А сундук тут могу смотреть? Блядь, тут была микродверь. А нет, подожди, или я не отсюда? Стоп, я вот вроде как отсюда завалился, да, вот. Ну вот это было, вот вон то, в общем, было похоже на то, как бы откуда я заходил, а там типа дверь. В этом сундуке хранят различные инструменты для работы на мельнице. Ничего интересного. Так вот, там падать буквально 2 бревна, это сколько сантиметров, блин, ну 40? Что, шутишь, что ли? А ну-ка, подойди к стене. Иди к стене. Будем измерять. Да падла. Но она где-то... О, тут подойди. Да подойди ты. Давай. Аля, не хочет. Ну, примерно, посмотри, 2 бревна, вот, ну, это похоже на место снаружи, то просто зеркаленное. Вот бы, ну, как бы, она подошла, типа, где-то 4 бревна, наверное, ростом. Значит, женщина с Древней Руси. Ну, наверное, да, там славянская, наверное, где-то может там 1,70 м рост. Давай возьмем 1,60 м, так проще делить. Бревно 40 сантиметров, она упала с 80. Хм. Ну, все равно, как бы, не такая высота, чтобы терять 3 единицы Вы осматриваете здоровья. шкаф. Кроме крынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем мельнику. Я считаю, что меня наебали со здоровьем, поэтому Вы деньги решили я забрать заберу. себе деньги мельника. Вряд ли они ему нужны. Слушай, а почему это грех? Короче, значит, это будет прохождение на плохую концовку, по всей видимости. Ну а как иначе? Свечей понаставили. А разлом? В стене зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке виднеются черденские леса. Как посмотреть, разлом вернуться? Чердень. Ну это мы уже, да. А нет, подожди, мы читали про Вильгард с тобой. А про Чердень-то вроде как нет, да? Город на севере... Сука. Город на севере Пермской губернии. Говорят, тут давным-давно жила чуть белоглазая. До сих пор жители находят башков в огородах, да и церквей много. Место какое-то заговоренное. Ну, давай смотрим разлом. Давай. Ля, как катаются, пидора. Нихуя.
Ты, братан, нахуя такой большой? Я ожидал увидеть скрюченного деда, а явилась прекрасная дева. Ну так-то ты тут роток свой не раздевай, хуй И глушь. чем ты пожаловала в мою Сейчас мельницу? книгу тебе в очко затолкаю, будешь знать. Черт. А я не ожидала встретить разговорчивую нечисть. Я ученица Чернобайка. А ты кто? Ведьма-колдунья. О, видишь ли, дева, я не простой черт. Ах, кто ты? Знают меня под именем 13-й брат. Храню селенье, лес и дикий садик, и мельницы вот этой скромную обитель. Все это я, незримый покровитель, к вашим услугам. Цыган-рекетер, короче, блядь, все Что ясно. за имя странное такое? Это имя мне досталось еще на заре мироздания. Я расскажу тебе историю, как я его получил, если хочешь. До рассвета еще есть время. Бля, я рассказываю. Ну давай, рассказывай. Я как раз нечисть изучаю. Рад встретить чернокнижницу, которая сходу не начинает кидать одолень траву и прочее. Значит, история тебя интересует. Ну, вообще-то да. Давным-давно у меня было 12 братьев. Ага. Я был 13-м, самым младшим. Ну, это для тупых, как бы. Я понял, 13-13. В то время шла война, и мы с братьями были, скажем, на фронте. Я служил сильному командиру, сильнее всех остальных. Ага. С его помощью я и остался последним, 13-м братом. Сука, предатель. Семью свою захуячил. Но да, так пидорас? уж сложилась судьба, что теперь я здесь. Перебил братьев И своих, чем ты падла. пожаловала в мою мельницу? Падла. Что на Мельник. мельнице забыл, чертище? А ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Нет. Возможно, я ошибся в тебе. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья. Ты ж На мельнице псина. явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Что там? Ругань мельника. Жертвой нет креста. Ну подожди. Что за хуйня? Вот эта ругань мельника, блядь, замена жертвы. Тут как мне эти вопросы Что она, блядь, скажет там? Вот что, блядь, она там скажет? Нет креста. Ну, мы же читали, да, что на мельнице, как бы, вот ночью всю эту хуйню крутят черти, потому что она, мельница, собственно, на сочленении там туда-сюда. При постройке мельницы приносится жертва, чтобы нечисть помогала мельнику. Чем лучше жертва, тем лучше вертятся жернова. Тебя призвали при строительстве жертвой. Ты был тут всегда. Ишь, сильная ты колдунья. Да, я служу этому тщедушному мельнику. Но если уж кому-то служить, то только сильному хозяину. Мне служить будешь, сука, понял? Я сейчас силу покажу тебе. Возьми меня в услужение. На мою жертву другой черт явится, сговорчивей. Ну а ты у мельника награду заберешь. Базар. Так уж и быть. Черт в помощниках всегда пригодится. Погоди-ка, может, ты только кажешься сильной? Слышь, падла, ты... Еще не родился тот колдун, что одолел бы 13-го брата. Эти пизды ломить надо теперь, да? Ну ты сам напросился, как бы, брать. Что ты, сука? Чертова печати. Атаки запечатывают случайную страницу. Ходов до завершения 6. Ага. Ну, собственно, мы что делаем? Так вот. Просто накидываем тебе, сука, по лицу сейчас просто. Благословляю, отпускаю, опускаю тебя. Даю тебе проклятие, даю тебе по лицу. Хоть нечистой силы. Получил по лицу. Он мне какую-то карту только что запечатал. Я правильно понимаю, да? Ну, я предлагаю, что 5х2.
Ну, то есть, сука, 10, да? А могу я... А, только одну траву вход. А, ну окей, смотри, нормально. Сейчас, короче, мы массовно разнесем, не переживай. Сейчас все будет. Короче, вешаем вторую порчу, чтобы псина больше по лицу получала. Да? Еще раз. В любом Как ты случае. самонадеянна. Думаешь, сможешь одолеть? С книгой у меня все получится. Ты Не просто... может быть. Не, подожди, там не так читалось. Там не может... Он как будто был напуган. Там вот это было. Я видел. В принципе, я могу просто травой сейчас как бы лечиться, да? И все. Подожди, он... Я сначала ударю, понял? А потом этот черт повесит броню. Поэтому мы просто лечимся и завершаем ход. Смотри, получай, паскудина. Получай, паскудина. Получай, паскудина. 22. Все, легко. Смотри, он сейчас что-то делает. Унаги-маки тебе в лицо. А мы тем временем, он планирует ударить нас на 10. Да? Мы как бы делаем Абдулай 8. Блокируем 2 единицы урона. 14 плюс 5, 19. Как бы зачем оно нам не надо. И не будем даже траву жрать. Типа терпимо получим. Ну, там. Чуточку. Ой, я провтыкал момент с этим. Можно было и побольше защититься. Ну да ладно. Эта книга — тот самый легендарный артефакт. Да, я надеюсь, Я не сдавался раньше. Не сдамся. Не сдашься сейчас, говоришь. Снимает положительный статус. Братец. Крепкое, складное. Как табуреточку. На, падла. Смотри. Смотри, что сейчас будет. Падла. А? Получил? Всю. Сейчас ты, братец, как бы того, туда-сюда сделаешь. Вот эти мне не нравятся. А, блин, надо было вот сейчас кидать. Ну, что-то еще не привык я просто к механике того, что запоминать, что тут как бы еще не сотворенное. И все. И не будем мы, наверное. С другой стороны, смотри, если мы сделаем вот так... А, ну там 13 вообще насрать, да? Нам плевать. Вот так вот скинем, чтобы если вдруг он сейчас свой цыганский заговор очередной создаст по блокировке карт, чтобы он иглу мне не заблокировал. Ну так, на всякий пожарный. Так, ну и все, братец. А, ты и так умираешь. На всякий мог просто ход скипнуть, но ты как бы сдох. Угомонился, подлюка. Так, подожди, а как ты теперь моим бесом будешь, если ты сдох как черт? Бабушка Мандалина, ёб твою мать, посмотри сюда. Так, складное значение ДДД на 1 за каждое. Так, увеличивает количество приказов в книге в следующем ходу на 1. На 1. Лё. Хо. Слушай, а вот это, ну, звучит, по крайней мере, как бы очень прикольно, да? Что тут больше этого? Лютая. Что такое лютая? Увеличивает свой урон на 2 после каждого применения на всех словах с этим... После каждого применения на всех словах с этим же названием. А, ну то есть мне нужно как бы много грыжи, да, получается.
Ну, я могу же за рубли купить, как бы, да, копии грыжи. А вот как бы, сука, бабка бы вот с грыжей вообще бы классно сыграла на самом деле. Но думаю, что возьму я бабку пока что. 666 опыта, ля, красота. Вы взяли 13-го брата в услужение. Он будет просить работы, как и любой другой бес. Мельница осталась без нечисти, но это уже заботы мельника. Любимое занятие — мешать работе крестьян, поэтому знает все про ведение хозяйства. Стойкость к статусу оберег. Новый бес. Прекрасно. Я древний демон, никому не сдамся. По ебалу получать приятно было. Ну, первое. Как в бане Затем исчез подменяют. окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Значит, беса ты себе взяла нового. Ну-ну, пополняй стаю свою, да смотри, чтоб не замучили. Ну, а пока ты с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатями-то делать. Ну и шо? Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Ага. Я понимаю, вот этого иждивенца еще теперь 6 содержать придется, да? Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Об осину потереть, дед, я тебя говорил. Осину, бля, осину потереть. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. А со второй как быть? Не осину же трогать. Осину трогать, ну тупой, что очевидно же. Думаю, нам нечисть нужна. Вот осиновую нечисть и найдем. Энта, блядь, говорил тебе, сука, деда, говорю, Энта найди. Ты хули тут прохлаждался, А где? сидел. Пока не знаю. Надо мне внедриться. Подумать, вспомнить. А не Пока то. обычной нечистью займись. А я, может, что и придумаю. Или сама разгадку найдешь. Да ты такое еще, деда, Энта не нашел до сих пор, сам найду. Сама найду разгад. Сильная независимость. Остальные Остальные печати. печати сразу-то не можем открыть. Вряд ли. Но в дороге смекай нечисть. Может, случай подвернется. Ладно. Ну, за работу. Ясно. Тогда пора за работу. Ля, падла какая-то. Бесы вернулись. Пердеж прилетел. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Теперь мне им задание давать? Ну, а что ты хотела? Знала, на что идешь? У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Ой, Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. а если не хочу людей портить? Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Я их и до того видела в Пестере. Пестерь. Плетеная из лыка корзина или короб. О. Но не так уж и часто. Теперь-то навидаешься с ними вдоволь. В Пестерии вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями делать. Бог в помощь. Ага. Пестерь с чертя. А, так, Как я колдуном стал, так совсем по-другому уезд увидел. Нечисть где только не ютится. Тожма заметила, небось. Да и свои бесы житья не дают. Так. А что мы у него уже спрашивали? А ну, Как ты колдуном стал? Ну так вот, потому скриво слышал я, что вот и стал подпаском. Помогал Прокопию Юродивому. Не к ночи помянут будет. Он и грамоту лесному изладить умел. Ну и скотину сыскать, понятно. Вот и начал я уму-разуму у него учиться. Да история-то долгая. Я после скажу, как знаткость-то получил. Но не от Прокопия. Самому вертеться пришлось. Тебя-то я он как обучил. Цени. Ладно. Ценю, дед. А Прокопий? Ценю, дедушка. А что за мужик был, Прокопий этот? А? Недобрый. Недобрый. Педофил, да?
И шибко знаткий. Педофил. Много людей испортил. Я тебе что только что говорил? Только этим ты и жил. Да и сам я чуть не попался. Все. Сейчас мы ему это... ну он, наверное, уже скопытнулся. Но если что, мы как бы придем, ему там А прочистим пастухи-то чё? лишнее. Знаткие тоже? А? Ну как нет-то? А? Поди скотину по лесу собери без помощи нечистого. А? Грамоту лесному дедушке написать уметь надо, чтоб помогал. А Да. если черт корову уведет, к примеру, тоже надо у окаянного ее отбирать. Научишься. Че думаешь, пастух все в поле лежит да в небо поплевывает? Ну, в небо плевать я бы не сказал, что это как бы разумно, аж тебе наебало упадет, дед. Ты Сейчас-ка. что, дурак? Ага. Вернуться. Так, что, На нечисть, мельнице-то черти жернова крутят. Ну так что, не мельнику же их крутить? А Справедливо. ветер-то не может. Везде чертей нужно использовать. Ну, да, можно паруса еще натянуть. Опасно. Как бы, блядь. Да и грех какой. Ну а что ты хотела? Скоро век 20-й. Черти, может, жизнь-то и упростят. Ну, дед, спойлер, нет. Муку молоть начнут, жать рожь. Про пароходы слыхивала? Думаю, там паровой черт сидит. На вроде самоварного. Ага. Ладно. Как ты с чертями Логично. справлялся? А как? Работу им давай, да и делов. Да только не совсем они справляются, Баска. Работа их — это порча. Другую-то не шибко любят. Ага. Ну ладно. Что, получается, пестель с чертями. А деда Егорда вам достался пестель полный чертей. У вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будьте осторожны, ведь черти без задания мучают своих колдунов. Ладно. Кстати, Ле 14, видишь, да? Мне чуть топор забрали мой и этот палец бесячий. Бесы выполняют работу некоторое время, 1 день или дольше. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. У каждого черта свои предпочтения в работе. Узнать их вы сможете, получив специальное умение. Черти лучше справляются с любимой работой и имеют больше шансов выполнить ее превосходно. Чтобы черти не мучили вас, не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Слушай, подожди. А мы с тобой в прошлый раз там смотрели умения. Теперь-то у нас есть... ничего у нас нету. Аня, посмотрите. Ну ладно. Подожди, стоп. Вот тут есть выучить. Так, стоп, это что? Стой. Недостаточно очков знаний. Да, нам, видимо, когда вот будет совсем прям нормально, зубов, очки знаний накопятся. Так, смотри. Что я тут для тебя принес? Почитаешь на паузе? Ну и вот чуть-чуть. Но это для особо любопытных. Так. И что у нас получается? Любимое занятие мешать работе крестьян, поэтому знает все про ведение хозяйства. Стойкость к обереку. А как мне определить? Вот. Зародить червей в первых посевах. Навести порчу на посевы. Ага. Прислать проливные дожди. Тут что? Ослепить. Сесть икотой. Летать огненным змеем. Навести порчу на посевы.
Ну, что я могу сказать? В принципе, ореть мне в аду за всю эту хуйню, так как он, любимое занятие мешать работе крестьян, поэтому знает все проведение хозяйства. Мешать работе крестьян, навести порчу на посевы. И тут навести порчу на посевы, да? Это быстрее и денег больше дадут мне, поэтому отправить. Ну, как бы, раз уж гореть нам в аду, то с огоньком. Что тут, Матвей? Матвей был опричником при Иване Грозном. Теперь дослужился до беса. Да. Так, что ты умеешь, Матвей? Непонятно. Опричник. Ну, был опричником. Значит, сука... Иди вон, блядь. Иди. Вот туда и пойдешь. Опричник же. Так. Толстый Ивашка любит, когда голодают дети. Ага. Стать огненным змеем. Что тут? Проливные. Ну, пойди, пусть дети поголодают. Ну, а куда девать? Куда деваться? Червей в первой... слушай, наверное, это типа не хорошо, а плохо. Слышишь, мы его уже отправили. Ну, все. Ну, как бы, ладно, иди тоже, да. Ну, иди наведи порчу. Любишь, когда дети голодают. Да, получается, проспорил первый глаз грешником, мздоимцем, ёб твою мать. Теперь ненавидит людей пуще прежнего. Ну, как бы, выбрал вилку, получается. Самый мемный черт Федор Кривой. Да, как бы, Кривой. Да, ну, ты как бы... Блять. Хотел сказать, что ты не понаслышке знаешь про ослепление, а сюда его послать. Не так по приколу получится, да? Федька, ну, ты мне не нравишься. Для тебя задания вот эти вот слепые нужны какие-то, по всей видимости. Поэтому иди и котай там 3 дня, поебать. 3 дня. Прикинь, чувак, 3 дня и как бы охуеть. И я бы после такого как бы больше все сказал бы, не надо мне больше жизни такой вот икать 3 дня. Вот, а мы с тобой на этом, дружище, знаешь что? Сегодня мы с тобой на этом заканчиваем. Вот, с тобой был Гример, значит, сейчас спускаешься в комментарии, пишешь комментарий по поводу этой чудесной игры. Что думаешь, что о ней думаешь, что думаешь, там стоит сделать, какие-то там спойлеры, образовательный контент обсуждаешь касательно древнерусских слов вот этих, вот тоже как бы важно, вот. А также ставишь лайк, подписываешься на канал, если на него не подписан, на ссылочку в комментариях тоже подпишись, там все дела. Удачи, увидимся в следующих сериях.